Приветствую вас, дорогие друзья, с вами я, Свалхолд, и, как вы помните, в прошлых сериях за нашу великую империю Солнца будущую, нынешнюю империю Джедарца, мы провели успешные северо-западные реконкисты, могли разбить здесь страны, покарали Гарпии, разбили Элизну, добили некоторых наших соперников, и здесь более-менее мы уже укрепились и укоренились. Я за кадром немножечко позанимался нашей восточной дипломатии, а точнее у нас есть решение, именуемое под названием Ганкидонская дипломатия. Можете почитать, кому интересно, историю ее. Суть ее в том, что мы должны не заключить, а должны иметь 140 мнения у стран ганкидонской культуры, вот этой, вот на зелененькая. Я со всеми этими странами чуть-чуть сейчас получал отношение до 140, и что мы за это получим? Насколько я понял, произойдет ивент, в ходе которого мы сможем их как-то вырвать из власти центрального Раджа. Вырвать их из-под влияния Раджа. И что случилось, пока непонятно на самом деле. Пока непонятно. Но я знаю точно одну вещь, что у нас сейчас очень сильно превышено количество дипломатических очков. Вот, смотрите, держава Алкавиат. Алкавиат это кто у нас, кстати? Давайте его найдем. Это кто у нас? Алкавиат. Вот они. Они стали моим автономным вассалом и получили еще претензии. Я ведь эту страну сделал своим вассалом сейчас. Это просто вассалом. Давайте сделаем, наверное, просто... Хотя нет, это дорого нам обойдется пока что. Поэтому оставим как есть, я думаю. Нас интересует разрыв союзов со всеми остальными, как вы понимаете, потому что у нас превышение по VIP отношениям, очкам. Поэтому мы их сейчас поразрываем. Я их заключил только ради того, чтобы прожать этот ивент. Мы его с легкостью прожали. Могли получить себе одного вассала, один просто согласился им стать. То есть мы только приобрели очень много всего, почти ничего не потеряв. К сожалению, мы получили здесь сейчас перемирие со всеми ними, и, к сожалению, мы воевать не можем в данный момент. Поэтому можем задуматься насчет расширения на юг. Как вы видите, здесь соперников особо нас нет, а претензии на южные земли Дасматуша у нас имеются. Поэтому сейчас мы закончим с национализацией в полной мере. Я к вам вернусь и как раз таки еще займусь, наверное, вопросом перевооружения армии. После чего мы вернемся и начнем уже захват южного направления, именуемый Дасматуш. Национализация была полностью успешно завершена. И, как вы видите, немножко перетасовал нашу армию. Теперь у нас есть два полноценных стека, это 15 кавалерии, 3 пушки. Здесь то же самое. Эти две армии возглавляет лично Джедар и его верные соратники, как Калиндал. Третья же армия у нас на прикрытии наших тылов от потенциальных повстанцев, которые так и норовят уже в ближайшее время стать. Но мы постараемся не дать им это сделать вот этими 8000 героев. А мы же сейчас начинаем нашу южную кампанию в сторону Дасматуша. Будем воевать за провинцию Абедулу. И еще призовется Сархашабит. Ну, это не думаю, что у нас будет проблема большая, скажу вам честно. Ну да, я бы даже на самом деле одну бы армию туда отправил, чтобы сразу с ним разобраться. Наверное, так и сделаем сейчас. И сможем здесь уже беспроблемно, я думаю, как-нибудь все-таки разобраться с данным южным вопросом. Задает еще высокий религиозный пыл, тоже прекрасно. Давайте сначала ухудшим с ним отношения. Держать войну? Нет, я так заберу. Мы оскорбим их. Потому что у нас слишком хорошие отношения для войны. И за провинцию Абедул сейчас объявим войну, как вы понимаете, в 22 месяце морозов. Хороший день, как раз таки, прекрасно. И начинаем нашу военную кампанию. Наша армия сразу стремится в сторону крепости Макустет, или как она там правильно называется. А вторая армия у нас отправится... Никуда не отправится, да? Нас не пропускают. Надо будет сейчас спросить у них право прохода. Я думаю, нам предоставят все-таки. У нас с ними не настолько плохие отношения. Поэтому, думаю, не должна быть у нас с этим проблема. У нас, в принципе, я так вижу, есть претензии даже здесь уже. Поэтому мы можем, наверное, даже его потенциально забрать. Что, в принципе, очень хорошо скажется на нашем, так сказать, продвижении в сторону востока. Война будет очень быстрой, не пыльной, не сложной.
Поэтому вернусь через одно мгновение. Первую войну, точнее, первого союзника Дасматуша я выбил из войны. Сейчас мы подпишем с ним договор. По нему я забираю сегодня не одну провинцию. Это будет как раз таки провинция Субкалис. Связано это с тем, что если бы я забирал остальные провинции, которые здесь, был бы очень большой шанс появления коалиции. Поэтому я решил немножечко не наглеть и постепенно внедряться в Восток без таких больших проблем. С Матушем же мы будем решать уже вопрос немножко по-другому. Мы заберем все провинции, на которые у нас есть претензии, пока что. Там никто особо против, я вижу, не будет. На удивление, кстати, на вот эту провинцию нет претензий. Это довольно странно на самом деле. Да нет, есть. А какую тогда я забираю? Подожди. Подожди. А вот эту я забираю. Вот, на эти провинции у нас есть претензии, поэтому без проблем они все нам их передадут. Никто особо против, я вижу, не будет. Можно на самом деле понаглеть. Пытаться у них забрать еще какие-нибудь провинции. И я вижу, в принципе, людям из коалиции нет дела до этого региона от слова прям совсем. Поэтому постараемся как можно сильнее сюда уже вгрызться и забрать как можно больше интересующих нас земель. Почему я не могу национализировать? Потому что идет здесь обращение в культ. Почему? А, у нас с людьми интеграция, да? С гоблинами мы сейчас проводим политику интеграции в наше общество. Поэтому это тоже не проблема. Насчет флота, кстати, у нас есть как бы выход к морю, как вы понимаете, но наша форма управления не позволяет нам иметь корабли. Ну, можем построить целый один корабль, как бы, ну. А зачем? Скажите мне, зачем нам один корабль? Что мы с ним сделаем? Давайте будем честны. Что мы сделаем с одним кораблем? Да ничего. Мы и подраться ни с кем не сможем. Мы ничего не сможем сделать с одним кораблем. Максимально с вами честно буду. Поэтому я не вижу смысла тратить на это время и силы. Даже как-то пытаться этим чем-то заниматься. Поэтому давайте мы нашу надежду на сильный флот оставим как-то на будущее. Возможно, в будущем у нас что-то поменяется, и мы сможем уже развить наш флот в полной мере. Ну а пока как есть. Я хочу забрать вот эту прибрежную провинцию. Почему? Потому что у нее есть торговое влияние. Конечно, столицу нам он не отдаст. Здесь можно, наверное... Нам туда вроде как не надо, нам нужно вот здесь, по идее, идти. Это будет война уже с Хератом. Но Херат он сильный. У него 60 тысяч, но нет союзников. Кроме того, что у нас военный тех больше, чем у него, мы теоретически его сильнее, в том плане, что у нас есть кавалерия. Притом полностью, чисто полки кавалерии. То есть мы можем, наверное, в фазе шока его быстренько разбить и заставить покаяться, но... Не знаю, насколько это все будет успешно, скажу вам честно. Сильно вгрызаться, наверное, сюда и мы не будем. Хотя, вижу, соседям, ну да, вот эти две провинции нам погода не сделают, поэтому давайте мы лучше все-таки затребуем с них денег. Вы понимаете, денег много не бывает. Поэтому да, просто попробуем, потребуем деньги и хватит с них. Здесь, я так понимаю, все у нас оккупировано нами. Не оккупирована только его столица, которая находится на острове, с которой мы, как вы понимаете, сделать ничего не можем, потому что он своими двумя кораблями полностью контролирует этот пролив. Там стоит крепость, и мы никак сюда физически перейти не можем. Нам остается только ждать, уповать на рандом, когда же он все-таки решится уже сдаться. Почему мы не можем национализировать вот эту землю? Вы не можете сделать провинцию национальной, будучи в состоянии войны. Потому что у него есть претензия на эту землю, мы не можем ее национализировать. Ну да ладно. Но я вижу, он уже как бы прогинается. И по результатам этой южной кампании мы себе приобрели не просто новые земли, которые уже являются нашими, ну, почти национальными, у нас есть на них претензии. То есть мы сможем их довольно дешево занационализировать. Это первое. И второе, мы подняли свой ранг теперь до, я так понимаю, империи. Теперь мы империя Джар, наконец-таки. Не просто королевство. Благодаря этому у нас появился культурный союз со всеми эльфами в мире, что, безусловно, является победой нашей дипломатии. Ну и самое главное, мы расширили наш лимит управления, теперь мы сможем более комфортно иметь довольно-таки большой объем провинций под нашим прямым контролем, получать за это максимально профит.
У нас есть еще земли, давайте мы их, наверное, передадим уже непосредственно священникам, получим еще одно дипломатическое очко, будем разгонять наши очки. И, кстати, права прохода нужно бы по-хорошему, наверное, позабирать. Тратить эти очки непонятно на что, мне как-то не сильно же вам хочется. И кто? Ты мой вассал, хочешь Динбрак. Ты же вассал мой, я правильно помню? А ты вассал. Давай, Динбрак с вассалом, это как бы богоугодное дело, я не спорю. Теперь, раз у нас здесь все так хорошо, мы тогда национализируемся, селяемся, укрепляемся здесь. Здесь у нас гнолы, люди, которым у нас все прекрасно, я так понимаю. Они все интегрированы. После чего давайте мы пока что, даже не знаю, можно по-хорошему влезть в Херат и разобраться с ними. У нас есть какие-нибудь претензии, связанные с Хератом? У нас есть Гарпий Запада, есть Светоносный бульвар. Нет, нам туда особо лезть не надо, у нас есть просто как бы претензии там. У нас есть вопрос Восточного фронта. Мы можем его открыть, захватив Давхарат. Не могу сказать, что у меня очень много сильных союзников, но война будет неприятной немножечко. Можно что нам сделать еще? Можно все-таки разобраться с гарпиями, только закончится перемирие. Закончится оно уже довольно-таки скоро, в 2015 году, через 5 лет. Можем уже полноценно напасть наших соседей севера гарпий и уже покарать их. В теории это надо бы сделать, и, наверное, этим вопросом мы займемся, но как только у нас пройдет национализация. Национализацию я полностью завершил, попутно мы чуть перекрестились здесь, подавили некоторые восстания, и теперь мы готовы к благодатной войне, которая откроет нам врата на восток. У нас, как вы понимаете, план захватить Давхарал. За него ступится Шрамви, Дагари, ну и Мевемендер. О! Мы же позовем Шакюат. Не знаю, почему он еще остался союзником до сих пор, но война будет быстрая, легкая, и как бы проблем с ней не будет. У нас в планах быстренько захватить Давхарал, присоединить еще вот эту провинцию от, как его называется, от Ширави. Мы присоединим уже Техар-Махану, напрямую ему передадим. Ну и провинцию Дагари мы тоже передадим, как вы понимаете, нашему вассалу. Почему? Потому что претензий у меня на эти земли нет, а у вассала есть. Твак тут все-таки они люди, их близкая культура, может быть близкая религия, и им будет полегче, попроще, побыстрее их обратить в джат. В будущем сыграет довольно-таки большую роль. Забыл вам еще раз сказать, я выбрал провинцию, сейчас я найду. Это провинция Панумбар. У нас уже появился, как вы понимаете, Ренессанс, уже 1516 год. И я в Панумбаре раскачал Ренессанс полностью, ну колониализм точнее. Раскачал его полностью и потихонечку занимаюсь его распространением на наши земли. Мы уже полностью уперлись в лимит по технологиям, вот уже 10-й воентех можем взять. Но колониализм не принят, поэтому пока что он подождет, как вы понимаете. В Ширави мы передаем уже напрямую Техар-Махану и пытаемся подписать мир. Да, там, возможно, будут какие-то коалиционные непонятки с их стороны, но как бы это уже их, как говорится, трудность. У нас сейчас нижняя армия пойдет здесь, отстоит нашу крепость. Мы еще разберемся, где здесь находится наш враг. Да, вон он где-то там внизу, да? Мевемендер. Попробуем до него дойти, навалять ему. Ну, захватывать мы его не будем, потому что он, ну, слишком далеко для нас. Очень далеко для нас. Смысла в этом немного. Наймите гоблина. Как у нас вообще поживать сейчас терпимость с гоблинами? Все, они интегрированы, поэтому мы отменяем нашу политику. Теперь от гоблинов мы не будем получать дебафы. Это прекрасно. Конечно, не думаю, что мы когда-нибудь встретим полноценную страну гоблинов, но если встретим, то мы будем к этому уже, как вы понимаете, готовы. Потому что здесь у нас вот гнолы песчаные, которые, я так понимаю, наследники Тлукта и Иджа, и этого, и кто там еще был, Тлукта, Октизан, ну вот этих всех гнольских племен мест. Поэтому как-то так. Мевемендер, я вижу, не собирается сдаваться. Дагари уже все. Дагари отвоевал. Мы передаем его, конечно, Техар-Махану. И эту землю передаем уже в ходе мирного договора ему. К
сожалению, я вижу, он тут еще немножко выделывается, но это, я так понимаю, вопрос месяца. Да. Вот мы так и расширили нашего вассала. Теперь то же самое сделаем с шерами. Они, видимо, тоже должны уже сдаться. Да, все правильно. Отдаем нашему вассалу. Теперь он стал здесь более такой уже упитанный. Здесь он сможет уже без проблем перекрестить все эти культы. Мы даже ему поможем, отправив наших миссионеров для этого дела. Остались только вопросы, ну, это мы себе забираем. Почему? Потому что у нас есть претензии, во-первых. Во-вторых, это наша провинция, именуемая Керухар. Чтобы полностью ее контролировать, нам она нужна. Вот и все. Дальше мы здесь, так понимаете, не можем, потому что мы просто, я так понимаю, не видим, где это находится, к сожалению. Поэтому позиционная война остается пока что. Конечно, возможно, нам какой-нибудь Сархашабит готов будет дать карты. Но, честно вам скажу, я в этом сомневаюсь. Но давайте попробуем. Может быть, ты дашь мне карту? Только вспомните, вот попросить карты. Они не согласны, потому что у них беспокойное отношение к нам. И это, к сожалению, я никак поменять не могу. Поэтому да, все. Просто сидим, ждем, когда уже дастся враг, и мы полноценно сможем закончить эту войну. Вот война подошла к концу, мы захватили полностью Давхарал, ну точнее его вот эту часть, которая находится в нужном нам регионе. Заставим выплатить его контрибуции, и давайте попробуем еще заставить его передать влияние. Это я этого не вижу. Торговое влияние, да, в принципе он согласен, давайте подождем нашего дипломата и отправим ему требования. Все, война закончилась, мы получили, самое главное, проход. Проход куда? Правильно. На восток. Ворота на восток открыты. Остался посмотреть, что у нас здесь. Открыть Восточный фронт. Да, все, мы здесь захватили, осталось только национализировать, и мы сможем уже без проблем дальше продвинуться на восток. Там откроются новые задания. Западное королевство, это мы уже здесь в процессе, им занимаемся. Нашему вассалу все это скармливаем. Потом будет раздел побережья. У нас появятся претензии на вот эти земли, которыми мы, конечно же, воспользуемся. Кстати, что у нас с гарпиями? С гарпиями у нас, я вижу, все хорошо, так же, как и с эльфами. Но с эльфами, да, у нас еще есть претензии. Нам нужны определенные еще земли здесь. Наши, так сказать, национальные. Это вот регион Нижний Брасан, Медурбар и Верхний Брасан, плюс Анзаба. Анзаба. Мы их должны захватить, вернуть в наше лоно. Должны здесь покарать гарпи, отобрав провинцию Сиферария. И, в принципе, на этом у нас как бы все. Можно потратить сейчас 1000 монет, в принципе, принять Ренессанс. Сразу взять 10-й воентех, чтобы опережать наших соседей по развитию. Сразу переведем нашу пехоту на мощь в натиске, хотя это не так важно. Нашу кавалерию на атаку всю. Потому что мы в первую очередь атакуем. Пушки тоже на атаку поставим. И будем сейчас потихонечку всю эту армаду переводить уже на наше северо-западное направление, где мы будем карать в первую очередь эльфов и гарпий. Я вижу, это будет две отдельные войны с эльфами и с гарпиями. В принципе, почему бы нет. Давайте посмотрим, что нам нужно по решениям, связано с гарпиями. Эта провинция, мы получим Казулбели на подчинение какой-то державы, которую я даже не знаю, кто это. Получим вечные претензии на холмы гарпий. И покорение, это нам нужно будет вот сюда выйти аж. Да, прикольно. Алтунгур. Ну, у нас здесь, я так понимаю, очень много войн. Нам нужно это все забрать, как минимум. Чтобы создать империю уже солнца и получить наши новые, как раз таки, претензии. Что такое Замукраш, вы можете прочитать. Это, я так понимаю, что-то типа какой-то особой армии. Да. Ну, ее довольно-таки сложно нам достичь. Нам нужно провинции шелком, в котором есть 13 производств. Нужна лояльность магов. Нужно 2 провинции с ностями с развитием 13. Возможно, мы этим когда-нибудь займемся. Но не уверен, что в ближайшее время. Из такого интересного это, конечно же, эльфийская гегемония, но это в будущем. И восстановление золотых путей бульвара, Салахада и центрального бульвара. К этому мы, конечно, тоже вернемся. Это без этого никуда. Пока что мы потихонечку переводим наши армии и готовимся к будущему сражению, которое нам предстоит с эльфами и с гарпиями. За эльфов вступится Брасан, неважно, и Эбартиль. Тоже такие себе державы, которые
никакой угрозы для нас не представляют. Как вы понимаете, сейчас мы чуть-чуть понизим еще местную автономию, чтобы получить чуть-чуть побольше денег. Также я бы хотел, наверное, произвести расширение наших полков. Мы можем, по идее, донанять себе еще кавалерии, сделать третий уже ударный полк. Пехоту я распускать не буду, потому что она еще может когда-нибудь пригодиться. Но вот кавалерию донанять я бы, на самом деле, хотел бы это сделать. У нас еще идет дипломатические отношения с Веркам Гуланом активны. Мы зарабатываем у них благосклонность. Зачем? Чтобы поднять доверие. Потому что чем больше уровень доверия, тем у нас будет меньше желания их свободы. Видите, у них сейчас 26 желания свободы. Сейчас мы поднимем благосклонность. Может быть, кто-нибудь об этой механике не знал. То таким образом можно понижать желание свободы наших вассалов. Смотрите, мы вот повышаем на 10 единиц. Теперь у них 22. Понимаете? Мы очень хорошо сбросили так. Конечно, может вам показаться, что это слишком мало, что там какие-то копейки несчастные, но поверьте, каждая копейка на счету. Она пригодится. Эпоха открытий началась. Кстати, за кадром здесь умер Кастанор. И у них скоро, я так понимаю, вот уже видите, вот эти ростки уже прорезались в империю. Корианство. Выстоит ли Регенский двор? Вот в чем вопрос. Удержится ли империя Анбинар? Кстати, императором у нас и Сталар стал вместо Векса. Это интересное событие. Я, конечно, особо не следил за происходящим у них там, но как минимум это просто интересно. У нас происходит пока конвертация, вернее уже закончилась. Шикарно. Ну и национализация у нас всего одной провинции. Это как бы не проблема, можно ее даже не ждать. Сейчас соберутся наши полки, и наша армия устремится карать сначала Гарпи, я думаю. Да, в принципе, у Гарпи 10, у этого 30, но у них воентеха у обоих, я так понимаю, 8 и 7. Поэтому никаких проблем с Гарпи у нас не будет. Армию в 14 тысяч я отправлю сейчас как раз таки непосредственно туда, в столицу Гарпий. Или она переехала? Она переехала. В любом случае мы отправим в их исконные земли, которые здесь когда-то были. И эта армия будет заниматься данным направлением. Мы же будем заниматься уже, эти две армии будут заниматься уже как раз таки прямым наступлением по всему фронту. В принципе, можно уже начинать данную войну. Мы, скорее всего, объявим войну против чудовищ, потому что таким образом мы сможем взять больше провинций. Потому что агрессивное расширение 50% всего. А у обычного клейма там 100%. Призовем мраморные головы как основного союзника, потому что у мраморных голов нет союзника в принципе. И таким образом мы сможем у них взять как можно больше профита, нам так необходимого. Наши две основные армии сразу отправляются захватывать крепости. Эта армия отправляется оккупировать уже этот горный хребет, чтобы отрезать гарпиям путь к отступлению и, возможно, даже вайпнуть какие-нибудь здесь армии, которые находятся сейчас. Ну, я их на самом деле здесь не вижу, эти армии, но мы просто здесь как бы все захватим. Крепости падают быстро, потому что у нас генералы, ну, такие, кстати, средние на осаду. Я думал, они получше будут. В бою они хороши, а вот с осадой у них, конечно, вопросики есть. Ну, для этого у нас там и стоят пушки. 2 стабильности потеряли по ивенту во время войны. Спасибо, игра. Просто лучше. 10 из 10 минус 2 стабильности. Ну, ничего страшного. Первая крепость пала. У Гарпи, я так понимаю, крепости больше-то и нет. Вопрос только в том, вот в этих тоннелях находятся гарпи или гномы. Вот в чем вопрос. Непонятно. Вроде как, давайте посмотрим. Вроде как это не гарпийские земли, но здесь какой-то кусочек. Вроде как это не гарпии. Ну, прекрасно, значит, пойдем теперь уже осаждать мраморные головы. Это клан, я так понимаю, гоблинов. Ну, в любом случае, большой разницы нет, кого бить. Что гоблины, что гарпии. Для нас это как семечки. Разбить их проблем не будет для нас никаких. У нас довольно-таки сильная армия, стоящая из кавалерии, из элитной кавалерии. Плюс у нас есть опытные генералы, которые прошли довольно-таки много войн, много сражений. Самое главное, наш великий полководец, божественный вестник Жадар жив до сих пор. Хотя прошло уже, наверное, 100 лет с начала игры. Ну, не наверное, а точно прошло 100 лет с начала игры уже точно. Поэтому это удивительно, что Джадар еще с нами и помогает
своими лучами света вести нас к истине. И, конечно, распространять истину на наших соседей. Это самое главное. А я вернусь, когда эта война уже будет близка к своей логической развязке. Я возвращаюсь, вернее, я вернулся. Как вы видите, война подошла к концу, к своему логическому. Мраморные головы готовы сдаться на условиях выплаты нам репараций, передачи торгового влияния и большого количества денег. Для них, я думаю, пока что хватит. К их вопросу о их независимости мы еще вернемся попозже. А пока что мы будем отбирать у гарпий земли. В планах у меня, конечно, забрать земли, на которые есть прямые претензии. Это вот эта провинция. Это область. Полностью мы ее заберем. Я посмотрел, что мы получим в результате претензий на весь регион холмов Гарпий. Это вот это все. То есть мы должны сразу брать как можно больше земли. Тут у нас что, коалиция? Ну, какие-то есть возможные подвижки на это. Давайте думать, какие провинции заберем. Вот эту можно провинцию забрать, она маленькая. Вот это 3. Наверное, можно забрать вот здесь их. И все-таки уже, ага. Полностью забрать мы ее не сможем. Давайте заберем вот эту провинцию полностью. Коалиция, кстати, особо не появится. Что удивительно. То есть мы разделим Гарпии на 2 части. Уже полностью. И потом за 2 войны или за одну даже заберем остатки этих земель на будущее. Сейчас мы ждем только прихода нашего дипломата, отправляем им требования и заканчиваем данную войну. Все. Мы смогли очень хорошо вгрыться вглубь наших противников. Прожимаем сразу решение Гарпий Запада. Кому интересно, можете поставить на паузу, прочитать события. И мы прожимаем, получаем претензии и подчинение против страны, которая уже, я так понимаю, не существует. Это грустно. В результате у нас есть претензии на вот этот большой пласт провинций, который мы будем постепенно со временем реализовывать. Пока что у нас в планах это национализация данных провинций, их религиозная конвертация. И потом уже будем заниматься войной с эльфами. Да, эта война будет несложной, просто энергозатратной. Наймем еще генерала, который умер. У нас может быть какой-то, я вижу, соперник. Это Элизна. На их месте это довольно-таки опрометчиво делать меня соперником. Очень опрометчиво это делать, скажу вам честно. Они еще пожалеют об этом. А я к вам вернусь, как только мы формализуем наше сверхрасширение. Национализацию я почти завершил. Тут вопрос просто секунды буквально. Поэтому армия уже стоит на границе. Как вы понимаете, назревает война. Вопрос только, за что воевать. За что воевать? Вот в чем вопрос. У нас довольно-таки много претензий на территории эльфов. Давайте выберем самую такую вкусную, самую дорогую. И за нее уже непосредственно начнем войну. Но я так понимаю, это провинция Брасан, которая является столицей твоей. Прав? Нет, твоя столица на островах. Значит, мы будем забирать сейчас провинцию Брасан. Вот она, Брасан. И да. Наша цель в этой войне занять как можно больше земли. И как можно больше провинций захватить, как вы понимаете. Война очень непыльная, недолгая. Я бы сказал, в какой-то степени молниеносно для нас будет. Я как раз таки здесь прокачал идеи и закрыл пустынный феникс. Это мощь кавалерии 25% и маневренность генерала +1. Можете почитать предысторию данной идеи, кому интересно. Также терпимость джадарцев. Не помню, я показывал ее. Можете тоже прочесть, если забыли, так же как и я, что она дает. Вернее, не что дает, а какое-то описание данного ивента. Мы же пойдем сейчас выкуривать гнусных эльфов, которые здесь, они воюют с мраморными головами, и сразу с их земель решили произвести нападение уже на нас. Да, это подло, я не спорю. Это низко. Но сейчас их армия будет полностью уничтожена нашим пустынным легионом. Крепости здесь просто падают мгновенно, поэтому проблем с ними не должно быть. Мы довольно-таки быстро все заберем. На самом деле я бы хотел у них... Я могу угрожать, а мы в войне находимся? Не могу пока что. Я бы без боя хотел бы забрать эту провинцию. Она же всего одна, я так понимаю. Там больше нет. Я бы хотел просто объявить ему угрожать войной, чтобы он мне ее передал уже мирным путем. Без моего прямого военного вмешательства. Здесь я вижу, к сожалению, мраморные головы тоже сделали свой шаг. И оккупируют провинцию
наших врагов, к сожалению. Поэтому нам нужно как можно быстрее захватывать оставшиеся провинции, чтобы урвать себе хоть какой-то кусочек. Мы дальше пройти можем? Можем. Вот как раз наш вассал занимается, а мы сейчас позахватываем провинции, до которых эти гоблины не успели добраться. В любом случае, это, конечно, не проблема, это просто, так сказать, неприятный моментик, потому что мы могли бы сразу эти провинции забрать, а придется воевать еще какими-то гоблинами ради них. Давайте возьмем религиозные войны. Это военная стоимость провинции снизится против иноверцев или еретиков. В нашем случае самое то. Мы, можно сказать, единственная нация, которая исповедует джад. Ну, конечно, есть еще некоторые, но они не очень такие серьезные. Хотя джад, он уже такой серьезный. Я бы сказал, его довольно-таки много в эльфийских землях, поэтому возможно, это к лучшему. В любом случае, у нас в планах дальше идти, брать столицу. По крайней мере, попытаться ее взять. Мы можем? Не можем. Здесь нам перекрывают проход, к сожалению. Здесь уже прибежали гоблины. Чертовы. Ну, да ладно, да ладно. Пока что будем справляться с другими моментами. Религиозный пылк — это долг, конечно. Еще есть Эбартиль, которым мы не занимались. За него идти очень далеко, к сожалению. И как только эта война уже прояснится более-менее, я к вам вернусь. Сейчас Элиза закончила свою войну уже против мраморных голов. Что-то даже у нее забрала. И сейчас будет уже первые серьезные сражения против их армий. Потому что у них армии довольно-таки такие большие, как вы видите, они по 30-ке обе. Поэтому нам нужно искать момент для удачного нападения. Возможно, это мы уже отступить не можем, поэтому давайте все-таки дадим бой. Конечно, конница в горах не очень себя должна положительно показывать. Но это Европа Универсалис, поэтому плевать. Кстати, это был тяжелый бой. Но мы без проблем его закончили. Нас интересует дальнейшее продвижение. Если кому-то будет интересно, кстати, узнать, что за мод на карту стоит, то ссылка на данный мод будет находиться в описании данного видеоролика. Поэтому все желающие могут перейти по ней и напрямую с ними ее установить. Ну или узнать просто название для знакомительной версии. Война уже такая странная. Мы вроде как бы контролируем, а вроде как бы... А вон еще там, да. Дишак есть и Абортиль, да. Неприятно нам туда идти. Конечно, бы не хотелось мне лично туда идти. Вообще бы не хотелось. Ну да ладно. В любом случае мы можем уже прикинуть, какие земли будем забирать. Забирать будем, ну, вот эту провинцию мы добьем полностью. Что здесь еще есть? Я бы, наверное, взял бы вот эту провинцию полностью, потому что здесь есть крепость. Мы сможем тогда отрезать проход врага вот туда дальше. Здесь горы, а здесь у нас что? Здесь прибрежье, да? Что еще мы... Хотя давайте посмотрим, наверное, лучше по вот этому. Устье Сурана. Нам нужно вот эти все провинции, да, в первую очередь. Да, давайте вот это мы пока отбросим. И будем постепенно пытаться... Не хватает что-то. Вот так хватает. То есть вот так-то заберем пока что. Мы возьмем себе устье Сурана полностью, да? Угу. Можем получить вечные претензии на исконный бульвар. И потом будет врата Салахада, как раз таки уже южные земли. Мы тоже их сможем забрать. Тогда давайте, может, вот так сделаем хотя бы. О, так это мы сразу выполним 2 квеста подряд. И устье Сурана, и врата Салахада мы сможем выполнить. Получить еще больше претензий. И светоносцы бульвара. Нам нужно 10 принадлежащих провинций, сейчас 0, в которых несущий свет разместил миссию владения любые. Нужен субконтинент бульвар, да? Субконтинент бульвар это вот здесь. Нам нужно, я так понимаю, просто отдавать несущий свет. Это, да? Нам нужно просто отдать их сколько? 10 таких штучек нужно сделать. И мы сможем уже в милитаризацию провинции выйти. Нужно 100 тысяч рекрутов, что в принципе в будущем будет возможно. И мы получим просто временное усиление. Ну, на самом деле такая себе вещь. В любом случае, это лимит армии поднимет и рекрутов. Давайте мы прожмем, где сможем. Нам все это нужно сколько там? 10 штучек сделать таких. У нас уже сделано... Я не понял. 10 принадлежащих провинций, сейчас 0, в которых есть несущий свет. Разместил миссию владения любые, все. Я перепутал. Да.
Приятно получилось. Ничего страшного, ладно. Вот несущий свет. Давайте я включу все-таки провинции, чтобы было более понятно, что мы отдаем куда. Сейчас только этот фильтр найти надо. Вот. Ага. Значит, нам нужно вот здесь. Вот здесь. Сколько у нас уже провинций? Сейчас 8, еще 2 осталось, да? Значит, здесь мы не можем, к сожалению. А все, пока не можем. Пока не можем. Вот такие дела, да? Давайте тогда национализируем. Что здесь нужно сделать? Вы не можете... нужны админ очки для этого дела. Вот в чем проблемка. Давайте-то поднакопим админ очки и дадим еще несущий свет. Там, я так понимаю, все. Выполнили. Скорость крещения, эффективность, стоимость, терпимость к еретикам. На 40 лет. Великолепно. Осталась милитаризация провинций. Ну, на самом деле, не настолько важная вещь. К сожалению, у нас, кстати, нет колонизатора. Я бы хотел себе забрать это все. Потому что как-то Веркал Гулан не особо активно здесь как-то колонизирует это все. Ну, что-то здесь я вижу, пыжится делает, но как-то очень грустно все это происходит, к сожалению, пока что. О, Дипрепа +2. Давайте возьмем. Это нам в будущем поможет очень сильно. Пойдем разобьем некоторые войска еще наших соперников, которые здесь что-то пытаются сделать, к сожалению. Но, к счастью, у них, как вы понимаете, ничего не получается и не получится. Здесь даже смогли высадку сделать наши гномы. Как они сюда перешли, вопрос, конечно, интересный. В любом случае, они молодцы. Я их за это уважаю. Нам бы еще, конечно, к столице Элизны выйти, но это пока маловероятно, к сожалению. Опять гоблин. Ну, давайте пустим их, ладно. Мне не жалко вроде как. Взять бы, конечно, еще гибкую систему переговоров, чтобы военная стоимость провинции еще сильнее уменьшилась. Там мы смогли бы взять еще провинции. Хотя вот я вижу, уже у нас превышение идет, да? Уже да. Эту стабильность потеряли. Да и что ж такое-то? Что ж с вами такое не так? Разъяренные страны. Давайте отправим. Ну да, вижу как-то у нас с дипломатией все неплохо пока что. В плане, что даже отправлять некуда. И Бартилия, вижу, не совсем слабая держава, к сожалению. Она прям 10-й воентех, ну неудивительно. А мы возьмем 11-й. И пусть он, говорится, вздохнет очень тяжело, потому что мы его покараем. На эти острова мы высадиться не можем, пройти дальше можем. Ну, кстати, Эбартиль, может, выйдешь просто из войны, и мы как бы сами все сделаем, потому что нет у тебя вообще дела, нет, там где-то непонятно где находишься, поэтому даже время тратить на это не хочется. Я бы просто лучше бы покарал бы уже этого нашего соперника. Но как-то пока не выдается случай особый. Размер гарпии увеличился. И это, конечно, все неплохо, но может лучше размер эльфов будем увеличивать, как бы мы вроде как эльфийское государство в первую очередь. Нет, не будем. Ну да ладно. Нового императора выбрали, точнее перевыбрали. Как вы понимаете, это Истанор, да? Истралор. Да. Именно его и перевыбрали, в принципе, неудивительно. О, господи, нет. Нет, нет. Смерть Джада. Это кошмар. Кому интересно, можете поставить на паузу, прочитать, о чем ивент. Но мы продолжим биться с тьмой. На престол зашел наш великий наследник, божественный вестник под именем Андрлеон Джадазириум. В любом случае, надеюсь, он будет так же хорош, как его отец, и мы все-таки сможем продолжить нести благую весть Джада в земли язычников, оставлять их на путь истины. Конечно, не ожидал, что Джад умрет. Я надеялся, что все-таки он подольше поживет. Наследие Джадара, кстати, можете почитать данный ивент. Нам предлагают, я так понимаю, сделать нового наследника или поменять правителя полностью. На самом деле, я бы поменял его. 5, 4, 3, это суммарно у нас получается 12, да? У нас сейчас стоит на 11. То есть этот правитель будет лучше. Давайте, наверное, его все-таки поставим. Или это наследник? Это новый правитель. Потом он ученый, но, к сожалению, с стоимостью строек нам не повезло. Но мы особо ничего, скажу вам честно, и не строим.
После смерти Джада у нас сразу обвалилась экономика. В принципе, неудивительно. Наше государство держалось исключительно на личных качествах Джада. После его ухода из этого мира нам, конечно, стало потяжелее жить. Но мы не будем унывать. У нас все получится. По крайней мере, должно получиться. Почему мы не можем забрать все эти провинции? Я бы хотел взять вот эту провинцию. Но не дают, к сожалению. И ничего с этим сделать я тоже не могу сейчас. Это печально. Максимально печально. Там, что сделать с этим пока невозможно. Ну ладно. В любом случае, давайте заканчивать данную войну. В ней смысла у нас немного. Возьмем еще, наверное, хотя зачем? Нет, давайте денег возьмем. Все. Коалиция может быть, может не быть, скорее всего, и не будет. Мы очень сильно расширились, почти полностью забрали все необходимые нам земли, по крайней мере, по данным решениям, которые сейчас есть. Мы можем сейчас, по идее, прожать устье Саруана. Нет, нам нужно национализировать сначала провинцию вот эту. Поэтому давайте сначала мы национализируем вот эти провинции, на которые у нас уже есть претензии. А, у нас на все есть претензии, да? Да, на все есть. Давайте национализироваться. Очков у нас нет. Это печально, это грустно. Но в любом случае мы со всем этим справимся. Давайте еще отберем земли. Возьмем, наверное, инфляцию снизить. Ну, не знаю, не знаю. Это будет сложно сделать. Священники развития. Давайте лучше возьмем дворян. Тут нужно поднять ополчение. Это не так уж и сложно будет нам сделать. И получим 2000 рекрутов. И на этом, я думаю, данная серия подойдет к концу. Надеюсь, она вам была интересна. Так же, как и мне. Если это так, то, пожалуйста, поставьте лайк. Напишите комментарий, ваше мнение о данной серии. И мне бы хотелось узнать ваше мнение касаемо данных решений. Стоит ли, допустим, создавать Замукараш? Империю Джад мы, конечно, восстановим, это само собой. Стоит ли делать Замукараш? Я просто ни разу его не делал. Поэтому я не знаю, какие там даются бафы и дебафы. Стоит ли игра свеч? Пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Те, кто уже играл в данный мод за Джад. Мне будет очень интересно послушать, читать их. Также вы можете перейти в мою группу в Телеграме, по ссылке в описании. Там происходит анонс новых роликов. Там есть некоторый, так сказать, контент особый. Можете напрямую со мной поговорить. Я всегда всем отвечаю, стараюсь со всеми общаться. Мне очень интересно это делать. Если серия не понравилась, то, конечно, поставьте дизлайк. Также, если вы поделитесь данным видео со своими друзьями, которые увлекаются играми серии Парадоксов, Европа Университет 4, то я буду вам признателен. Возможно, им будет интересно посмотреть данное прохождение. А на этом у меня все. Спасибо, что смотрели, и до встречи в новых сериях.